Господа, представьте, вам нужно найти новую тачку, да, но я думаю, ни для кого не секрет, что новая тачка в разных салонах может стоить по-разному. Собственно, узнать, где она стоит лучше всего, где цена будет самая оптимальная, это автоспот.ру. Мы, на самом деле, сами в процессе обзоров узнаем, когда какая машина сколько стоит, используем автоспот.ру, потому что на нем собраны реальные живые предложения, то есть те машины, которые конкретно прямо сейчас стоят у дилера и готовы к продаже. Плюс цена указана уже с учетом всех акций, скидок и подарков. Вы можете нажать эту кнопочку, низкая цена, ее развернуть и посмотреть, при каком условии вы получите ту или иную скидку. Допустим, при сдаче автомобиля в трейд-ин, если вы берете кредит и так далее и тому подобное. И таким образом узнать, где будет лучшее предложение на интересующий вас автомобиль. Хорошо, если вы не хотите покупать новый автомобиль, без проблем. Вы можете также при помощи портала автоспот.ру записаться на техосмотр. Система та же. Вы выбираете дилера в своем регионе и смотрите, где у кого какая сейчас цена на техническое обслуживание. Причем цена может, естественно, также отличаться. При этом ваш автомобиль никогда не слетит с гарантией, потому что в программе участвуют только официальные дилеры. Портал автоспот.ру — это очень удобная и полезная вещь для любого автолюбителя. Ссылочки на него, естественно, будут в описании. Здравствуйте, господа! И да, действительно, к нам снизошло божество. Kia K5 с моментов появления первых рендеров, вызывающие дикие бурления на профильных форумах, непрофильных форумах, в интернете, инстаграме, все угодно все ждали, что же там такое выйдет. Как же нам быть? Еще до появления ее на рынке уже все говорили: название марки «Уходи». Все должны были уйти. Должна была уйти Camry, Octavia, Panamera, должен был уйти Aurus. Все должны были уйти, потому что вышла K5. Вернее, все думали, что это будет Optima, а она вышла K5, потому что теперь у нее общемировое название, а не локализованное только для нашей страны. Тем не менее, что же у нас вышло, господа? А вышло, самое главное, 2,2 миллиона, и все такие: а, ладно, все, давай. Это вся информация, которая вам нужна про эту машину. 2,2 миллиона в жире, господа, и GT больше нет. Есть GT Line и GT Line Plus, как у нас сегодня, и это 2,2 миллиона. Что же делать, если у вас столько много денег? Можно построить дом, можно купить квартиру и сдавать ее, а можно угробить все это в Kia. И потом попытаться ее продать через 1,5 года за, возможно, те же деньги. В общем, очень спорный вариант. Но, тем не менее, за эти 2,2 миллиона, если мы начнем разбираться, вы можете купить какую квартиру? Студия. То есть вы можете купить самую дешманскую квартиру, в которой вы можете жить один, а когда у вас появится жена, вы начнете друг друга бесить и со временем разведетесь. А эта же машина приводит исключительно к укреплению семьи, потому что в ней есть все, что надо, чтобы друг друга не бесить. Можно включить звук камина, если дорогая слишком что-то разбухтелась, и представлять себе, что она ведьма и горит. А? Почему бы нет? Да, я просто не знаю, почему еще люди вставили сюда такую опцию, как шум камина из магнитолы. То есть это очень интересно. Далее, 18-е колеса. Недешевая резина, когда вы захотите купить зимнюю. LED-оптика, супер новый дизайн этих деталей. Короче, если она разобьется, вдруг такое бывает на дорогах, машина разбивается, не обязательно Kia, а любые другие. Ну, ремонт этой будет стоить диких, совершенно чудовищных денег. По опциям здесь все то, что раньше начиналось... я не знаю, Audi сегодня, если собрать за 6... будет похоже, но не так. В Audi за 6 не будет всех опций, которые будут здесь. За 2,2 все, что сегодня вообще можно купить из Audi за 2,2? А3 на 1,4 TSI моторе, печальную, белого цвета, какую-нибудь, возможно, даже на литых дисках. То есть, короче, а здесь есть адаптивный круиз, удержание в полосе, подогрев лобаша, вентиляция кресел, подогрев кресел, естественно, беспроводная зарядка, супер мультимедиа, которая может играть аудио, видео, Android, Apple CarPlay. Эта штука сама вам говорит, если перед вами машина в пробке тронулась, она делает дыдын, пора ехать. Она делает еще очень много чего другого. Активная шумоизоляция, панорамная сдвижная крыша, кожаные сиденья, естественно, электропакет, естественно, память, зеркала, автозатемнение. Сколько можно все это перечислять? Бесконечно долго. USB натурала. Я уже просто раскрываю все вперед, но тем не менее, ребята, тачка реально крутая, но 2,2. В нашем понимании, когда вы покупаете D-класс, самое дорогое в нем была, опять же, по сути, Camry, которая была новинка, но у Camry есть 3,5, а у нас больше нет GT. Все, 197 сил — это максимум, что вы можете получить, если вы выбираете Optima. Она больше никогда не будет быстрая. 8-ступенчатая коробка, лепестки под рулем, я просто забываю переключить. Проекция, в которой куча информации, которую можно настроить. Датчик дождя,
Но тем не менее, то есть я могу сейчас устать перечислять все опции, которые есть в этой машине, но она при этом, кроме опций, обладает еще огромным количеством косяков, про которые я вам прямо сейчас расскажу, а даже дам послушать. То есть смотри, мы открываем и отпускаем ручку двери. Вот. Вот так это звучит, потому что именно так звучит бедность, господа. Именно вот это вот, именно вот это вот. Вот это вот. А бедность гораздо усиляется, когда вы начинаете делать... Последний раз я такое слышал, когда повез бочку для бобров 200-литровую. Она звучала богаче. Это звучит ужасно. Бесключевой доступ, который здесь есть, но он в виде кнопки. Отвратительно. Ненавижу. Сделайте это сенсорным. И так далее, и тому подобное. Мы начинаем. И тут ты сел в салон. Кто угодно тут сел в салон, и она может даже так, смотри. Дарим 100 российских рублей на телефон за перевод Денис Отправлен. Да, она читает смс-ки. Она не только читает смс-ки, она вообще все может делать. Тебе нравится? По-моему, кайф. Кожа, рожа, вентиляция, подогрев руля. Одна заглушка в салоне должна быть обязательно, чтобы вы все равно понимали, что ваша лучшая машина в вашей жизни еще впереди, но это не важно. При включении поворотников, естественно, вид заднего зеркала, вид зеркала заднего вида дублируется. Вот, мы даже выходим за пределы полосы, и машина это контролирует и начинает пищать. Это гениально, можно даже отпустить руль, и она настолько адекватно держит полосу, что она будет даже корректировать колейность. То есть в колее машину начинает сносить, и она подруливает, нивелируя колейность. О май гад! Она может столько, сколько может современная немецкая тройка, если бы она стоила более 5 миллионов. А эта машина стоит 2200, и ты такой думаешь, действительно? Действительно это со мной происходит, это настолько круто. Здесь есть супер уникальная опция, это беспроводная зарядка, которая интегрирована сюда в виде стакана, потому что ваш телефон можно просто уронить сюда, он там закреплен, никогда оттуда не выпадет, и он при этом заряжается. При этом беспроводная зарядка здесь быстрая. Естественно, если мы перейдем вот сюда и сделаем вот так, здесь может быть все что угодно. И даже супер выносящая мозг функция — это звуки природы. Вы можете сделать... пожар, машина горит, ты едешь и слушаешь, как ты горишь. Это расслабляет, Никитос. У тебя BMW, ты привык, когда горит что-то. АСМР-вечеринка в разгаре. Петербург. Хочется есть, серьезно, да. И звуки кафе сейчас прям, вообще не вовремя. Но даже это можно сделать. Никто не знает, зачем это. Кроме объяснить жене, что ты сейчас, видимо, в снежном походе или в кафе на важной встрече, хотя фактически ты пролюбливаешься где-то с пацанами. Хорошо, если с пацанами. Вот только такой вопрос возникает при виде вот всего вот этого. Есть, естественно, навигация, карты, чего только нет. Опять же, это все супер круто. Климат, к сожалению, двухзонный у нас сзади. Никакого управления климатом для пассажиров не предусмотрено. Просто климат. Камеры 360, как вы видите. Можно между всем этим блестящим образом переключаться. Увидеть, что за нами Игорь Анадмин нас преследует. Это, кстати, зеркалит, да, камера. Видишь, у него номера наоборот. Все это можно еще как-то настроивать. В общем, здесь есть реально куча всего. Ребята,
Невероятно, что в современных машинах за 2 с лишним миллиона рублей вообще может быть все то, о чем раньше мы могли мечтать только там в Майбахах, каких-то там Роллс-Ройсах и всем еще прочем. Казалось бы, все гениально, да, все замечательно, но здесь, как и раньше, абсолютно нет шумоизоляции. Ее нет вообще. Ее прямо нет совсем полностью никогда. Хочется прямо уничтожить все, что есть вокруг, потому что, нету здесь шумоизоляции. Вообще прямо. Но мы, когда все в эту тачку сели, мы такие типа, черт, она же тише, чем у нас была Соната. Потому что до этого мы покупали Сонату, и она была супер громкая. И здесь мы такие сели, и типа, походу, у нас есть шумоизоляция. Но откуда она взялась, мы не могли понять никак. Пока я не начал рыться в настройках, и не обнаружил, сейчас, секундочку, где-то вот, по-моему, в звуке, это надо еще выше, вот, так вот прямо зарыто хорошо в недра все это, ты нажимаешь подавление фонового шума, в котором ты выбираешь уровень активной шумоизоляции. У нас есть натуральный шум, то есть это обычное звучание без шумодава. У нас есть небольшое подавление шумоизоляции и есть сильное. Так вот, оно по стоку в заводе стоит в небольшом, поэтому кажется, что тачка чуть тише. И это реально работает. Но это не всегда работает на микрофоне, который висит вот здесь, на петличке, потому что активный шумодав, он работает как? У вас стоят в салоне микрофоны, которые работают в противофазе с шумами, вернее, которые издает сама машина. Но вот этот петличка-микрофон, который висит на мне, он это все равно воспринимает. И на стыках люди слышат очень странные такие гулкие прям шумы. Это очень отчетливо проявилось в обзоре Escalade, когда мы это делали. И, возможно, это будет сейчас. Поэтому этот шумодав искусственный, он хоть и присутствует, но он никогда не достигнет по своим параметрам настоящей шумки, которая будет в дверях. Также, если бы была бы шумоизоляция настоящая, которая есть, допустим, в каких-то других машинах, то не было бы такого дикого шума от ветра, когда вы здесь едете по трассе. То есть все равно эта машина, даже я сейчас не буду все эти режимы вам показывать, просто поверьте мне на слово, она очень шумная. Из больших приятностей при этом у нас все USB натуралов. В этой тачке 2 USB спереди и 2 USB сзади. Самые обычные. Не Type-C, не что-то там еще. А все потому, что Kia хочет продавать машины сейчас, а не через 7 лет, когда везде будет Type-C. Им нужно продажа завтра, чтобы К5 поступила, и вы, человек из сегодня, а не из будущего, гипотетически, могли здесь уже сегодня заряжать все свои телефоны. Есть еще очень много плюшек. Вот смотри, сейчас нам надо подождать 10 секунд. Перед нами стоит автомобиль, а я стою просто в пробке и, как обычно, делаю вот так. Я ушел в онлайн. Это типичная ситуация. Вот эти долбоклюи, которые щелкают в телефоне и вечно забывают о том, что где-то там вот уже загорелся зеленый, и она пишет, что идущий впереди автомобиль отъезжает. Она сама гудит вам за тех, кто может стоять за вами, и говорит, что вы пропускаете зеленый. Простейшая с точки зрения компьютерной интеграции опция, с точки зрения софта, нужно было просто это написать, чтобы радар следил за тем моментом, когда тачка отъезжает, и напоминал вам об этом. Гениально, но никто раньше не догадался до этого. На моей памяти я таких тачек не помню. Это же супер! То есть, понимаете, когда вы такие машины рассматриваете за вот 2 с хвостом, это довольно скучно по железу. Здесь все одно и то же, здесь все одинаково. И то, что вы рассказываете, что один мотор был 2.4, стал 2.5, это полное фуфло. Они, благодаря тому, что софт условно ничего не стоит, работа программистов дешевле, чем работа инженеров, и 1000 часов настройки всей этой подвески ушли в электронные плюшки. Эта машина никак не удивит вас мотором, подвеской, хотя это все очень неплохо. На самом деле я не могу пожаловаться на это, практически не могу. Но электронная составляющая здесь шедевральна. Они взяли все эти опции, которые в большой немецкой тройке или в том же Land Rover будут стоить каждая там по 200 тысяч рублей, и запихнули их сюда, в машину, которая в максимальном жире стоит 2200. То есть просто если мы попытаемся упаковать вот так вот базовую немецкую машину, просто стоимость опций будет как раз примерно 2 с лишним миллиона. Только опций. А здесь вся машина стоит столько же. То есть Kia — это комфорт по цене опций в немце. И в этом-то и есть вся крутотень. Все эти проекции камер, все эти адаптивные круизы, удержание в полосе. Вся эта активная безопасность, которая следит за обстановкой вокруг вас постоянно и вам обо всем этом напоминает. Это нереально круто. Здесь есть даже контурная подсветка в салоне. И она, да, она только спереди. Сзади ее уже нет, но она спереди.
Нереально круто, нереально круто. А если я при этом спорт меняю? Он тогда не будет меняться, да? Она будет всегда в виде пейзажа. А если я выберу тему А, то при переходе между режимами вождения, спорт или комфорт, у меня, естественно, будет тут все вот так вот прямо трансформироваться. При этом режимов вождения у нас смарт, эко, комфорт, спорт, кастом, М, AMG, RS. Что происходит, сколько режимов вождения? Хорошо, есть комфорт и спорт. Допустим, на них сегодня остановимся, их хватит. Блин, как же, сколько много всего здесь, в этой машине, которая стоит 2200. Ребята, это реально круто. Можно сколько угодно ее уничтожать, говорить, что это консервная банка без шумки. Это шедевр. Это шедевр. Я никогда не смогу сказать, что это плохо. Низкий поклон за это корейцам, реально низкий поклон. Однажды, что им осталось? Им осталось сделать такую штуку. Кстати, если у вас нет телефона с беспроводной зарядкой, но здесь слот под него есть, что вы можете сделать? Вы можете сделать вот так, и это разобрать, вообще вот это вот так вот все выкинуть, оставить здесь, и у вас получится здесь просто бокс. Просто большой бокс. Но сюда еще вставляется специальный держатель, который в этом боксе делает вот так, и ваш телефон никуда не шлындрает. И все это делается вот так вот, сюда. Гениально, да, красавчики. Просто вас всех бы обнял, расцеловал. Супер. Но однажды в следующем поколении, не знаете, что догадаются сделать? Вы когда будете сюда телефон вставлять, экран телефона будет дублироваться вот сюда. Когда они это сделают, это уже будет после моей смерти. То есть сейчас вот это все не важно. Но когда они это сделают, они скажут: Костян, ты настолько гениальный, мне поставят памятник, к нему приедет официальная делегация из Кореи, возложат цветы, к нему это будет слишком поздно, я все равно сдохну нищим, бесславии. Никто про это не узнает, но ведь просто сюда вставляешь телефон, и здесь сам Трамп. Ведущие автообзорщики мира скажут: вот это прорыв! Будут лететь самолеты, и они будут писать мое имя в воздухе. Но я этого уже всего не увижу. Но так просто, мы в одном шаге от всего этого, потому что все вот это можно просто заменить тем же самым вашим телефоном, который делает все ваши нужные функции с вами каждый день. И черт побери, да! Но позже. И подогрев лаваша здесь тоже есть, кстати, да. Здесь есть все, ребята, просто все, о чем можно только мечтать. И вы сейчас, наверное, офигели на звуки, как мы проехали эти рельсы. А нам было не шумно, потому что активный шумодав работает. Еще небольшая фишка, вот здесь есть управление воздуховодами. Оно, если сделать вот так, закроется полностью, а вот так откроется полностью. Но при этом вправо-влево в небольшом диапазоне оно может тоже ходить. И очень часто возникает ситуация, у меня уже так было, пассажир, допустим, хочет вот этот воздуховод налево на стекло поставить и закрыл его. То есть его регулировка и закрытие — это одно и то же действие. И оно практически, если вы делаете это мягко, не слышно. Через это часто воздуховоды оказываются закрытыми, хотя вы хотели просто... Вот я хотел на себя его это направить, да? А он при этом еще... Вот я хотел вот его от себя туда двинуть, а он еще и закрылся. Не знаю, насколько это круто, но в любом случае это прикольно. То есть ничего не могу сказать против тачки. Регулировка руля, вот это нужно все объяснять, да? Оно все есть. Это сенсор. Кнопок нет. Светилки есть, а кнопок нет. Но при этом, если ты старовер, ты можешь нажать все это еще и кнопкой. Окей, бро. Что? Да, супер, класс, беру. Но 2.2. Отсутствующую шумоизоляцию нужно сделать. Это еще 50 тысяч минимум. 250. 18-е колеса на зиму. Сколько будет комплект стоить? Под полтос, наверное. 18-е дорогие. Никит, ты в курсе? 18-е дорогие, нет? Ну, слушай, лето будет 25 стоить водяного. 25 комплект, да, 18-го? А зима чуть подороже, да? Ну, то есть 25-30 тысяч еще на зиму. Опа, она опять говорит, чтобы я уже ехал. Да блин, это шикарно, скажи, братан. Это реально шикарно. Это реально, вот столько такой мелочи, которая вся цифровая. И на то же, казалось бы, старое скучное железо прикрутили вот это все, плюс дизайн. И ты такой: господи, да. Да, и автозатемнение зеркала, и черт подери, это панорама, которая шикарно сдвигается назад. Хотя могла сдвигаться сильно больше, но не сдвигается. Я облажался в этом моменте. Она шикарно сдвигалась в Эксиде, по-моему, да? Или нет? В Кадиллаке она шикарно сдвигалась, в Эксиде она также плохо сдвигалась. Да, но тем не менее, блин, это супер. Все, хорошо, обнял, поцеловал. Теперь разносим в щепки это корыто. Погнали.
По мотору у нас теперь 2.5, я думаю, вы все прекрасно и так в курсе, который пришел на смену 2.4. И сил у нас теперь стало 190 с хвостом. То есть очень уверенная цифра, почти двушка. То есть мотор должен прямо вести и ехать. Они его поменяли, сказали, что... Ну, мы его поменяли, потому что мы хотели сделать его более экономичным. На самом деле, они просто хотели, чтобы он меньше отрыгивал, в отличие от предыдущего мотора. Хотя и 2.4-то вроде был надежным. А вот те 2-литровые, которые драло... Потому что сейчас, если вы захотите купить Optima, вам подборщик скажет только через эндоскоп или 2.4. А 2.4 уже после налогов. Все хотят 150 сил, а в том было 180. Ну, короче, начинается это бородень. Очень много шумоизоляции. Вопрос, тем же остался 2-литровый мотор или другим, он, конечно, интересный, но покажет это, естественно, только практика эксплуатации, потому что он может остаться тем же, он может стать другим, и он даже другим может также абсолютно драться, как и предыдущий, а мы этого не хотим. Ну, собственно, все, что и требовалось доказать. Если кому интересно, несмотря на то, что это 2.5, это все равно непосредственный впрыск, хотя и атмосфера, расход по трассе 7,5. Это если еще хорошо идти, типа 130. Город за десятку, короче, средний расход город-трасса получается 9. Очень неплохо, я удивился, я думал, будет больше. Это главное достоинство этого мотора. В том, что он типа мощный, но в этом у меня большие сомнения, я вам позже хочу сказать почему. И при этом экономичный. Самое главное, не ест дофига топляка. К нему прикручена обычная гидротрансформаторная коробка аж на 8 передач, которая понятия не имеет, что делать с этим долбанным мотором. Просто мотор налево, коробка направо, едем, все подряд переключается во все стороны, какие-то пинки, удары, что, блядь, все уже обогнали, мы пытаемся расшатать наши поршня там в 5000. Очень странно все это работает, нормально. Попробуем, сейчас покажу на ходу. Очень интересно, что будет в обычной К5 без всех этих GT-лайнов, потому что очень детализирован дизайн автомобиля, действительно. Есть даже фальшивые сбросы горячего воздуха с тормозов, естественно, это просто заглушки. Есть очень много чего. Диффузор сзади, вот эта расческа на жаргоне, якобы фальш-выхлоп. Все это, естественно, фальшивое, ничего толком это не работает из того, что оно есть, но из того, что реально есть, и это можно даже потрогать, и оно, может быть, даже работает, это маленький спойлерок сзади, это точно доп. Вот такая вставка сзади, которая прямо напрашивается, как будто это активный спойлер. Прямо вот это хочется, знаешь, так уить, чтобы на скорости выезжало, но, конечно, явно не за эти деньги. И я верю, что в следующем поколении К5 станет все-таки лифтбеком, потому что на сегодня что мы можем сделать с брелка? Мы можем зажать, подержать, и откроется багажник. В следующем дубле, наверное, я сейчас не знаю, почему он, честно говоря, не открылся, но я до сих пор держу кнопку зажатой. Может быть, у кого-то есть какие-то объяснения на эту тему, но тем не менее нет. Хорошо, давай мы закроем машину. Мы закрыли машину, да, и теперь мы хотим открыть багажник. Мы держим. И, по-моему, всем плевать, честно говоря, на это. Но, в общем, такая кнопка есть. Есть еще другая кнопка. На ней тоже написано Hold. Она делает автозапуск автомобиля. Ее тоже можно нажать, держать. И срабатывает она 1 раз из 10 примерно. Мы не знаем, какие условия должны быть для этого выполнены. К примеру, сейчас она также не срабатывает. То есть всем плевать. Ну вот, я все-таки люблю опции, для использования которых нужно, я не знаю, быть Дональдом Трампом или, ну, что нужно сделать для того, чтобы это сработало. В общем, кнопка открывания багажника не работает, ни хера не работает, поэтому нам это просто не пригодится. Пошли в жопу эти ключи, если они реально не работают. Поэтому подходите, поскольку ключи лежат под машиной, она думает, что вы рядом, можно открыть это с кнопки. Это не так красиво, как и Hyundai, когда вы просто в логотипе нажимали сегмент закрытый. Это находится здесь, кнопка ничем не скрыта, ее будет всегда забрасывать. Также есть камера, у которой нету омывателя, что неприятно. Ну, реально неприятно. То есть сразу два промаха. Грязная камера, грязная кнопка. С кнопки с брелка багажник не открывается, как мы только что видели. То есть это просто полная лажа из всего, что могло произойти. При этом это не лифтбэк. Вот эта бойница, при которой вы проникаете в багажник, она неудобная. У вас вот такой огромный порог еще вот такой высоты до пола багажника, чтобы сюда что-то запихать. То есть все возможности большого багажника не использовать никогда. Но, в общем, так или иначе, вот эта часть, это полная фиаско, исключая одного момента. Есть вот та самая ручка, которая не будет в Сонате по необъяснимым причинам, а здесь она есть. То есть единственное место, где вы можете что-то похвалить эту машину, это то, что вы можете закрыть багажник, не пачкая руки. Во всем остальном не получилось у них. Жаль. Ну, я не знаю почему, но это не работает. То есть у нас есть машина с функциями, которые просто не работают. Окей, идем дальше. После падения начало работать, кстати. То есть смотри.
Открывается багажник, окей. Ну-ка, теперь давай попробуем завести. Да, братан. Не заводится все равно. Она стоит на охране, у нас закрытая машина. Она не заводится. Ну-ка, еще раз багажник. Он теперь работает. Хорошо, половина заработала. Надо еще бросить. Смотри, вот теперь заработает или нет? Куда он улетел? Он аж пополам развалился. Вот теперь он должен заработать. Ну-ка. Он даже развалился вот так, смотри. Даже располовинило, как Nokia фонарик. Ну-ка. Так, это продолжает работать, хорошо. И теперь он заведется. Я знаю, как работает Kia, братан. Тут все посчитано, смотри. Ну, я подошел, она открылась, но не завелась. Смотри, давай снова закрыли. Надо еще раз в бетон, чтобы мы не уехали отсюда. Второго ключа нет, да? Погоди, ну хорошо, мы откроем ее, давай. Мы ее заведем. Давай, ставим на ручник. Поставилась. Поработала. Закрыли. Не знаю, когда начинать. Начинаем, да? Ну, вот здесь кнопка, на ней написано Hold. Ну, один раз это сработало, и только у меня. Больше ни у кого это не сработало. Зажимаем. Ну, я бы хотел еще раз бросить ключ, но просто это не работает, мы точно пробовали. При этом открывать она начала багажник, да? Да, мы ничего больше не делали, реально половина кнопок начала работать. Неплохо, Kia, неплохо, молодцы, молодцы. Но, по идее, дальше наступает в бетон, и мы берем второй ключ, пробуем с ним. Непонятно. Один раз у меня сработало, причем пробовали до меня, я подошел, сказал: ха, вы все неудачники, все завелось. И больше никогда ни у меня, ни у кого она с этой опцией не заводилась. Окей, кайф. Мне нравится, я беру. В чем заключается боль автомобиля? Вы можете ехать спокойно себе на какой-нибудь там третьей передаче. Можем даже включить сразу спорт. Давайте уберем все, вот, что типа в комфорте там и так далее. Вот мы едем спокойно, 76 км в час. Дальше нам нужно обогнать тачку. Ну как бы он не едет, серьезно, он прям вообще не едет. Мы даже по машине, которая впереди, видим, что он не приближается к нам. То есть с машины, в которой 194 силы, я ожидаю, что будет выстрел. Что будет, очевидно, какой-то подхват. С места, если мы это делаем. Ну, то есть, он очень сильно ревет. Он прямо очень сильно ревет. Дальше, смотрите, еще, как определить, что мотора немножко не хватает. Опять же, мы едем свои 70 спокойно. А, это еще мы в спорте, это еще мы подготовленные. Вот мы едем 70 в комфорте. У нас с вами 1500 оборотов. Мы идем на обгон. Это не в пол. Он сразу крутит в 4,5 из 5. Он просто дико надрывает мотор. Ему очень тяжело на обгоне. Ему даже тяжелее, чем этой машине. Разгон. В пол педали нажато. В пол педали. Мы, ну, не в самый пол, в половинку. Все время он крутит до 5,5. То есть мотор, несмотря на то, что содержит в себе 194 лошадиные силы, и по паспорту 260 момента, это очень немало. На мой взгляд, это должен быть гораздо более спокойный мотор, который себе спокойно бухтит там до 3000, что-то переключает и толкает машину весом всего 600 тонн. Допустим, с пассажирами нас тут 2, там тонна 750. Ну, далеко не предел для такой мощности. Почти 200 сил и 250. Мы едем в комфорте, он все равно крутит 4,5. Ему нужно постоянно молотить прям поршнями, чтобы он ехал с потоком. Это первый признак. Коробка. Коробка — это просто отдельная песня. Сейчас вот мы куда-нибудь там поедем, разгонимся. Вы офигеете просто. Вот давай на колечко выйдем, кстати. О чем мы паримся? У нас есть кольцевая дорога, где мы можем себе позволить многое. За счет этого даже в городе, когда вы просто передвигаетесь спокойно, вы поднажимаете газ, это всегда от 3000 оборотов, как сейчас. Вот просто... Это плохой признак.
Когда мотор так сильно крутит, это признак того, что он откуда-то вытаскивает эти лошадиные силы из себя. Мы не топим в пол, мы не разгоняемся, нет такой задачи, все равно к 5, каждый раз стрелка дотягивается до 5, даже сейчас он держит до 5, мы в комфорте идем, немыслимо долго. Вот у нас, вот, со 100, разгоняемся со 100, скорость 90, в пол. Ты понял, что произошло? Он такой идет 2, потом передачу вверх типа 3,5, потом нет, этого все равно не хватит в 5. То есть он через 2 передачи по очереди прыгает, на каждой из которых он пытается задержаться. Потому что он не вдупляет, что ему нужно сразу на 2 передачи прыгать. Он этого не понимает. Вот мы снова едем 70, разгоняемся. 2,5 подзадержал, еще прыгнул на 4 и потом пошел вверх. Он каждый раз щелкает по очереди передачи. Он не может сделать с 8 шестую. Он не может сделать с 4 вторую. Он делает 4, 3, 2, потом едем. У нас 2000. Газ пол, 4500, оп, 5 и поехала. То есть, ты видел это, нет? Ты не смотришь? То есть, она переключается вот так, потом такая добавляет и оттуда только едет. То есть, как будто она не может зацепиться на этих 4500, буксует еще 500 оборотов до 5, и потом вруф, мотор раскрылся. Но это ненормально, как бы так не должно быть. Коробка ты переключаешь, она так бум, обычно. И когда вот стрелка прыгнула, ты же обычно чувствуешь даже приход в этот момент, когда она зацепилась, все, и дальше прет. Здесь она какие-то 500-700 оборотов вечно пробуксовывает. И у меня вот это вот, еду 2, 4500, бум, 5 пошла. И это и есть то самое время, которое каждый раз на обгоне ты ощущаешь. Ты нажимаешь газ, что-то бам-бам, пиночек пошел. Это вот оно. Вот. Ты просек это? Как будто 4300 подвисла, еще сместилась стрелка и потом зацепилась. У нас что, коробка буксует? Я положил еще одну коробку. И это в спорте, и мы сейчас с тобой это не очень ощущаем, потому что мы вот там с 60, с 70, как бы, но когда у тебя встречка там мелькает, и ты хочешь по трассе тачку обогнать, ты прям такой заморачиваешься на это. 2, 4, 500, да, вот реально, понимаешь? Есть какая-то, что стрелка тык-тык-тык пошла. Блин, я не могу понять, что... Короче, вы можете со мной не согласиться, но там живет какой-то коробочный демон, мать его. Разгоняемся до 100. Короче, из всего этого у меня не покидает мысль, что здесь нету 194 лошадиных сил. Попробуем косвенно это посмотреть через разгон. С завода у нас разгон 8,6, по-моему. И даже 8,6 говорит о том, что здесь нету 194 силы. Я сейчас вам объясню. На мой взгляд, будет сейчас 9. У нас отключены все стабилизации, спорт-режим, и пробуем ланчевать. Очень мягкий старт, как всегда у корейцев. Спокойно абсолютно едет. Очень медленно. 9,1. Я угадал. Я прямо угадал. Надо же. У меня чуйка уже. Сколько секунд должна ехать эта тачка. 9,1. То есть она не может выехать из 9. Окей. Что мы можем делать не так? У нас при этом даже выключен кондиционер. Даже выключен кондиционер. Что же не так? Что же не так? Что же не так? Мы продулись. Допустим. Ланча нет, естественно. Опять же, с 2000 она едет неохотно, как будто буксует. Цепляется только с 3,5. Пожалуйста, 9,2. Еще хуже. Разогревается. Надо остывать. 9,2. 9. 8,6 я не развить. 9. Тонна 600 и 9 секунд. Здесь не может быть и речи о 190 лошадиных силах. Объясняю, почему 8,6 все равно это фейк. Потому что, допустим, мы возьмем BMW F30, это 3-я серия, на 2 литрах. У нее будет вес тонна 550, 184, если не ошибаюсь, лошадиные силы. И ехать она при этом будет 7 с копейками. 7 с копейками. То есть вы представляете, такая же масса, такая же мощность, 7 с копейками. Здесь мы имеем 8,5. И это сразу намекает на то, что что-то здесь не так. Давайте пробуем на холодную еще раз. Да, все равно и не зацепиться. Она очень долго разгоняется, сильно сдувается после 80. И это 9,1. И это стабильно больше 9. Она не может даже выехать из 9.
Окей, это абсолютно не важно для этой машины. 9 там она разгоняет. Ну, для этой машины важно, что она едет из 10. Хорошо, окей. Она быстрее 10, все, мы все доказываем. У нас все здорово. Но здесь нету 194 сил. И получается, ну, чтобы не быть голословным, у нас есть один вариант. Мы просто сейчас возьмем, заедем на стенд и фактически померяем этот автомобиль, сколько он дает лошадиных сил с колес и со шкива. И это расставит все точки над «и». Нам хотя бы даже не пиковая, график-то хороший, нет? Да, график хороший. Вот, реально. момент с 2000 прям. Момент, Ну, да. откуда ты мерил, оттуда Да, он да, и да. лезет. То есть Ну, я с полутора начинаю, пока он выйдет на пик. момент всегда, и его, грубо говоря, от 100... От 200, Ага. 200, моментная вот эта штука. Мгм. А, я понял, вот это у нас момент. Да, Мгм. от 200 до 230. Ну, главное, ровная полка И ровная какая. полка. И Ну, вот с мощность, лошадями. По мощности тоже так же. Ну, моторных 173, колесных 127. Причем очень странно ведет себя коробка. Первый раз вижу такое, чтобы 8-ступенчатый автомат, он на 4 не может разогнать стенд. И помимо всего этого, когда вот, грубо говоря, заканчиваешь замер, да, как объяснить-то? Как можешь. Ты делаешь замер на третьей передаче. Я да, делаю потом- замер. Я говорил на третий. На Так. третьей передаче делаешь, выставляешь в нейтрале, она скатывается. Ты хочешь сразу, не останавливаясь, сделать еще замер. Так. Включаешь передачу, Так. выбираешь третью, Так. а стенд показывает 1200 оборотов, а по тахометру Не пере- у тебя 1500. Я понял. Тебе нужно, чтобы они синхронизировались, то есть чтобы машина действительно брала 1500, чуть-чуть газом ее вверх увести, потом опять... Тогда он полукра- только втыкает. Да-да-да, потом только втыкает, то есть не сразу втыкает. Ты еще не пробовал на ней по трассе кого-то обгонять? Когда он едет на 8, и он не скидывает с 8 на 6, он такой 8, 6, 7, ладно, короче, 6 едем, все, короче, это вот так просто коробка, она вот так вот этими передачами, она не понимает, что происходит. Обычно, вот, ну, 7-ступенчатая коробка, да, там она меряется на 4-й, на 5-й передаче. В 8 ступеней на 4-й, вот я первый замер, когда ходил, делал, она еле раскрутила стенд. Шаха на 3-й Шаха на раскручивает. шестнаре, короче, нормально едет. На мост короткий был, видишь, а здесь все-таки нет. Ну, собственно, что и требовалось доказать, господа. Потому что, ну, если, ну, действительно есть BMW Владислава Телебаева, BMW моего оператора, она весит ровно столько же. И мотор там по паспорту на 13 или 10 лошадей слабее. А едет на секунду быстрее, даже по паспорту на секунду быстрее. Та же мощность, тот же вес, 8 ступеней, гидротрансформатор, 2-литровый мотор на турбе едет на секунду быстрее, чем столь же мощный атмосферный, который, по идее, не должен раздуваться, ничего ему там не надо и так далее. Но это все неспроста, да просто потому, что 190 сколько-то сил, возможно, они не в этой стране, я не знаю, или не в этой прошивке. Обидно, конечно, что платишь за 193, ты сказал, да, все-таки? 194 платишь, по факту получаешь 170. Короче, нужно брать 2 и чиповать. Хотя на 2 может и 120 не будет. Но, впрочем, это не новость. Еще когда в свое время мы делали первые замеры на том ступичном стенде, тогда еще в лаборатории скорости, вот там, где ребята сейчас начнут пускать слезу, как все начиналось, вот там на юге города. И уже тогда нам замерщик говорил, что, как правило, корейские автомобили реже всего выдают сток-параметры, а чаще всего АвтоВАЗ. В общем, так, при помощи точных приборов лаборатории скорости, ссылка, естественно, будет в описании, мы узнали на самом деле, почему же все мои вот до этого претензии действительно были справедливыми. Погнали дальше.
Еще один минус той же отсутствующей шумоизоляции, например, то, что двери очень легкие. Поэтому всегда, когда к вам кто-то садится, как правило, потом приборка начинает пищать, потому что дверь не закрылась. Потому что если ее сделать вот так, она не закрывается. Также у нас было на Сонате. То есть вот сейчас, да, изнутри также ей придется немножечко хлопать. Когда мы добавили шумоизоляции, дверь стала чуть тяжелее и уже закрывалась хорошо. На данном этапе постоянно те, кто садятся в эту тачку первый раз, закрывают дверь со второго раза. Интересная особенность. Но это опять же говорит о том, что шумка всегда лучше, чтобы была бы физическая, нежели эмуляция ее и сделанная как-то вот в цифровом формате. Это, ну, честно говоря, не мое, не знаю. В остальном же очень здорово, что подтвердились мои ожидания, потому что с чего вообще я стал понимать, что машина плохо едет. Ладно, когда, ну, с места рвет не так, как ты хочешь, да, допустим, ты зажрался и так далее, привык, что у тебя много момента и так далее, все. Но когда я на трассе ночью ехал за Kia Sportage, а Kia Sportage, как вот мне Игорян подсказывает из-за кадра, с максимальным мотором бывает 184 лошадиных силы, и когда Sportage шел на обгон, я за ним топлю в пол, и, по-моему, даже по какому-то миллиметрику он чуть-чуть уходил, но я точно не мог его съесть. Хотя это, грубо говоря, был разгон со 100 км в час в гору. 100, ну 100-200, конечно, они не дадут. 100-160, грубо говоря, такие прыжки. И в этом-то моменте седан должен был по-любому съедать кроссовер, но не съедал, хотя имел преимущество в лошадях и в весе одновременно. И я подумал, да нет, там точно этих 194 лошадиных сил. И я был прав. Вопрос, откуда они были у него. Ведь если у него сток меньше, а ехал он так же, значит, у нас где-то у обоих одинаковое количество лошадей по факту, но разное в стоке. Очень интересное явление, и при этом, при всем, надо сказать отдельное спасибо все равно Kia, что они красавчики, они делают эту цифровизацию, можно сказать, современного автомобиля. И понятно, что во всех этих ездовых характеристиках и качествах отклика коробки, мотора, от педали до твоего мозга разбираются, наверное, процентов 10 водителей. Всем остальным гораздо более интересно то, что они существуют во всем этом, где им всем кнопочки удобно, где работают все их нужные приложения, где есть шум камины в магнитоле. Это сумасшедший вау-эффект. Эту машину не стыдно показать друзьям, на нее сворачивают шеи в потоке. Она действительно, пусть и неоднозначно выглядит, потому что многие скажут, что дизайн им не нравится, но гораздо больше людей говорит, что им нравится. Это огромное количество активных систем безопасности, это просто удобно, это просто классно. В этом плане Kia молодцы. На том же скучном, ну я буду не объективен, может быть кто-то скажет, что я не прав, на том же скучном железе, с которого, честно говоря, особо-то и рассказывать нечего, они сделали машину, которая превосходит все, что я видел до этого, за эти самые деньги, потому что ее конкуренты, если собрать в них все то же самое, что есть в ней, все равно получится дороже. За это огромное спасибо K5, и все-таки в следующем поколении я верю, что будет лучше. Далеко не идеально, и очень многое хочется исправить. И в этом, учитывая то, какими шагами идет Корея, мы до сих пор не сомневаемся. Огромное спасибо, что смотрели это видео, огромной вам всем удачи и пока!